Цель сеанса — убрать кисель сознания, очистить мое сознание, прийти к истинному наслаждению жизни, убрать причины звона в ушах, что еще там есть. Виктория, ты в эфирном пространстве. Да. Что ты видишь? Ну, какие-то танцы в секторе магии. Угу. Хорошо, Виктория, отсоединись от всех и всего. Да. На счет 3 найди в эфирном пространстве мое эфирное тело. Евгений. 1, 2, 3. Так, что это такое? Вот так произошло. Как будто бы какая-то энергия, я не уверена, что это ты, нет, это не ты. Угу. Как будто бы выплеснулся вот так, да? Но я так стою, смотрю и вижу, что это вот так уходит в сектор интерферентов. А за этим стоишь ты. Угу. Так, энергосфера правильной формы. Угу. Ну вот что я вижу, как будто бы вот голова вот так. Так, что это? Как бы созерцаешь на самого себя и везде. Угу. Так, идет какое-то разделение вот здесь по 5-й чакре. Угу. Так. Хорошо, Виктория, считай мое эфирное ДНК, я ли это? Да, это ты. И вижу, как вот отсюда идет такая энергия. Угу. Когда я начала в нее всматриваться, вот это кисель, твои слова. Угу. Как будто бы эта энергия, как такой ляп по лицу. Так что ты вот так лицо отвернул, а подтяжки считываются в секторе магии. Такие подтяжки какие-то. Почему-то считываются подтяжки. Угу. Так, разберемся, Виктория. Да. Значит, так, считала мое эфирное ДНК? Я это? Да, это ты. Угу. Спроси у меня разрешение потрудиться со мной и для меня. Ты разрешаешь. Угу. Кто находится в секторе магии, приказываю проявить согласно его физической ДНК. Я вижу та же ситуация. Илья с Моной в комнате, в доме. Компьютер как будто бы на столе стоит, ноутбук. Угу. Как бы на кухне или где-то даже не на кухне, а как бы в комнате на каком-то столике. Илья ходит, ругается. Это в Черногории находится. Угу. Так. Он приказывает Илье отвечать, что они с Моной делают в моем пространстве. И вот отголоски той же программы, это с кастрюльками вот так вот, с этими крышками. И он говорит, получай, никчема. И вот этот удар идет в лицо. Это лицо вот это как будто белая перчатка. Такое считывается магическое воздействие. А он тебя как будто бы уличает в лжеучениях. Типа ударили по одной щеке, подставь другую. Я слышу, выворачивает наизнанку. Ищет смыслы. Так.
Что это за белая перчатка? Что это за воздействие? А я вижу, Мона погружается. Полулежит, полусидит. Угу. Рыщут по твоему пространству. Ищут зацепки. Он ее буквально как заставляет, считывается, насилует. Угу. Это делать. Угу. Так, что они Она нашли? как зомби, да, Мгм. тупо подчиняется его приказам. И я вижу, как этот человек, которого представляют как Иисуса, он считывается как пророк. Угу. И я вижу, как он что-то рисует. Он сидит в храме Угу. и разговаривает с людьми. А кто эти люди? Угу. Кто это люди? Я слышу почитатели мудрости. По-нашему это типа ученики. Угу. И он пророчествует, и восстанет народ на народ, и царство на царство, и будет голод, мор и землетрясения, и восстанут, говоришь, больные пророки, большие, больные, большие. Лжепророки сведут многих. А Илья в этот момент, так как и в эфирном пространстве все здесь и сейчас, Угу. он говорит: видишь, видишь, вот он уличает сам себя. И апеллирует к этой перчатке, так называемой, к лжеучениям. То, что Иисус типа говорил неправду. То есть идет как такое зеркальное отражение. Угу. Так, что я принимаю эту перчатку? Нет, ты так повернулся, а потом берешь и вот так ее рассматриваешь и говоришь «кисель». И переносишь эту энергию в сектор магии. И она упала, как медуза, на стол. Там, где этот компьютер стоит. Эта энергия. Просто как медуза, так плюх, такая как кисель, упала. Угу. И ты вот так нагнулся и говоришь ему: Илья, он такой маленький там, а ты ему говоришь: это твои учения, это не мой смысл. Угу. Приказываем забирать его смысл, его ложь, наклепы. Пусть применяет к нему же. Карму даю. А он заметушился вот так и: я не вижу, я ничего не вижу. Я ему приказываю и Моне забирать все воздействия от нашего рода. Угу. Потому что я слышу, что он совокупился с нашим родом для того, чтобы рысачить вот тут по нашим родовым программам и делать зло. Угу. Я передаю Моне, показывая всю информацию о том, что происходит на самом деле. Угу. Передаем ей информацию. Да. Угу. Я вижу, как ты такую подключку сзади, слышу к уху. Вот так как-то сзади идет черная подключка к уху. А что там ухо? Какой-то имплант?
Что это за имплант? Вот такое большое ухо. И к этому уху такая идет подключка в сектор магии. Она завертелась, считывается вот это как эфирное, ну, как самогонку гонят, знаешь? Угу. Я По видела. трубкам. Угу. Да. И эфирные масла тоже добывают перегонкой таким же Угу. образом. А эфирное масло добывают, это означает, что концентрацию, я слышу, отбирает концентрацию внимания, а ухо, сейчас, Угу. я слышу, что они хотят слышать то, что ты слышишь. Угу. Улавливание резонанса для того, чтобы реагировать. Быстро перестраивать тактику свою. Угу. Подслушивает. Хорошо, когда подключка у меня появилась? Каким Я образом вижу, я? когда Угу. я вижу этого человека, с которого сделали миф про Иисуса, и я слышу Аримафейский, и вижу, он стоит возле мертвого Иисуса, Угу. и возникает вот это возле тела, да, это тело отдельно, с него дух вышел. Твое сознание недалеко находится, но тело вообще как будто бы не твое. Так. Проникает к физическому телу. Это подключка. Как-то через правую ногу его. А ты хватаешься вот так за ухо, твое высшее я. Я слышу отделенная сущность во время смерти. Угу. Вот твоя духовная сущность вот так за ухо взялся. И вижу там такой, я слышу, блок. Образовался энергетический блок, который энергия, как серый камень, переходит в сектор интерферентов. Я слышу, готовая к считыванию. Образовался как энергетический блок, как в компьютерах есть разные блоки. Сейчас я посмотрю, что это за блок. Угу. Я слышу переслышать. Ну, как есть перепеть, а это переслышать. То есть услышать то самое, что слышишь ты. Угу. Ну, прослушка, в общем, да? Да. Угу. Так, каким образом я разрешил им воздействовать на меня? Почему я принял это? Сталин появился, и он говорит, трубка у него, и говорит, он будет мертвым еще 50 лет. Угу. Ну, примерно так, да. Имелось в виду. Так, и что это значит? Как это связано с тем, что я принял эту подключку? Так надо посмотреть, что он тебе сделал. Угу. Давай посмотрим Каким на образом фейс. произошла эта подключка. И Угу. когда она произошла? Вот тогда? Или это сейчас? Илья химичит с пространством, с решениями и временем и насаждает чужую память. Как он Моне насадил восприятие чужое. Она добро начала воспринимать как зло. Как только они начали работать, он сразу ее перестроил. Приказывай Илье убирать его иллюзии, его навязанные программы, информацию. Вот этот Аримафейский, вот Угу. от него вот так как шмякнула эта подключка, и ты встал.
встал, как будто трафарет такой. Вот там этот мертвый человек, который лежал, встал, а твое высшее я вот так его как отряхнул. Я слышу чужое программирование. Я слышу, что проблема была в том, что ты слышала зло, оттуда и произошла подключка. Ты слышала ложь, Мгм. и произошла обида, досада. Вот это предательство, да? Мгм. Ну, я его слушал как друга, а он, Да, оказывается, предал меня. да. Но предательство близких друзей рождает священные духовные раны. То есть это самые глубокие раны духовные, душевные, которые стремятся зажить. И когда они заживают, то заживает душа, дух, физическое тело, и душа обретает выносливость, опыт, и как результат гармонию и счастье. Мгм. Крепчаем. Да. Мгм. Хорошо, я отказываюсь слушать зло, слышать это зло, эту ложь, Я вижу, приказываю. как ты прекращаешь Мгм. там обижаться, потому что Мгм. вот это предубеждение, то есть наше как же мир так может, как друг так может, вот тогда это происходят эти подключки. А ты так, друг там предал, это ж Значит, его не друг. проблемы, да. Ага. Значит, не друг. Мгм. Хорошо. Приказываю этому Илье, этим магам забирать их ложь, эти воздействия со всех времен, со всех уровней бытия. То есть применяет на них же, отдаю карму. Забираю все то, что принадлежит мне, очищая, восстанавливаем мои чистый слух, данными первоисточником жизни. И я слышу такие, как вибрации идут. Приказывая все эти вибрации убирать. Они наматывают их, и получается это как такие спиральки какие-то Мгм. кругом. Приказывай этому Приказываю всему Илье, антимиру, Илье в Сталину, частности, забирать со всех уровней все их воздействия, отказываюсь принимать эти вибрации этот чужеродные. Аримафейский ищет, где он, где он? А ты в этот момент как будто бы не было смерти. И я вижу, я как мать вот это ушла отсюда. Вот это я слышу горькая правда, то есть Мгм. осознание этого всего, что происходит. И здесь в моем сердце такое свечение происходит, и оно идет к тебе, Мгм. ну, как родственная душа с одного божественного рода. Мгм. И я слышу, как исцеляется род. И вот это расширение идет, эта энергия вот так расширяется, вот так. Хорошо, Виктория. Очищаем пространство, закрываем порталы, поднимаемся Да. вверх. Посмотри сейчас, как я выгляжу. А сейчас я вижу, что у тебя, слышу, что сверху какая-то палатка. Как будто бы кто-то такую палатку накинул на тебя с таким замочком, Мгм. а ты пытаешься ее открыть. А этот замочек у кого-то в руках, в секторе интерферентов. И черная подключка к правой ноге в сектор магии. И там такие, как волны, как вожжи считываются. Мгм. Так, кто находится в секторе интерферентов? Приказы проявить согласно эфирным ДНК.
Там слышу дубликат сознания. Мгм. Кто хозяин этого сознания, приказывает проявиться? Ну, это твой дубликат. Мгм. Так, а что я делаю в секторе интерферентов? Это как моя часть находится в этом Это как, секторе. это как ментально соотносится. Сейчас я считаю, что это. Мгм. Я слышу князь мира. Но подключка идет в сектор магии. То есть какой-то насильник присутствует, какое-то Мгм. насилие стороннее. Приказывает этому насильнику в секторе магии проявиться согласно его физической ДНК. Я вижу, там слышу странник. Он находится не в секторе, не четко в секторе магии, а ближе к сектору духов. Буквально как будто Мгм. бы под ногами. Считывается странник, такой как будто человек-цыган или что-то такое, и как будто ворует, мешок у него за плечами. Слышу Илья. Так. Он Приказываем. считывается вор. Мгм. Вор в законе, как мафия. Мгм. Слышу простолюдин. Приказывает этому Илье отвечать, что он делает в моем пространстве. Он говорит, что он прошелся и нашел дубликат твоего сознания в отголосках сфер. Мгм. Так, что он с ним сделал? Какое имеет отношение к нему, к этому дубликату? Он препарирует, как будто бы операцию делает ножичком, таким скальпелем. Мгм. Говорит, что добывает истину зла. Твое разрешение на убийство. Мгм. А вот это дубликат моего сознания. А я слышу на убийство друга. И проявляется Иуда. Мгм. Так. А А кто тут? такое, как будто бы это не Иуда предал, а вот этот Аримафейский, перепихнул на него всю ответственность за предательство. Мгм. Так, а кто это Иуда? Приказываем Иуду проявиться ему. Говорит младший из братьев. Мгм. Так, воплощен он сейчас, этот Иуда, этот младший из братьев. Знаем мы его. Он говорит, нет, мне не дали. Мгм. Он говорит, меня повесили. И показывает, как он висит на дереве, и у него так язык вывалился, и кишки вывалились. Мгм. Так. А я сейчас его спрошу, кто его повесил? Мгм. А он говорит, да вот этот, который курит. Мгм. На Сталина показывает, на Илью. То есть воплощение Ильи. Вот Илья был тираном в том воплощении. В каждом воплощении он мафиоз, Мгм. создатель мафии, тиран, преступник. Так. Мгм. Так. Вот это мое разрешение на убийство друга
Что это за разрешение, когда это произошло? Он говорит, он написал книгу обо мне. Он назначил меня предателем. Угу. Он говорит, что он на Илью показывает, поверг меня в пучину смерти и показывает такой эгрегор, как будто кровь. И как барабан там такой, и он там крутится. Младший из братьев. Так, но этот Иуда, получается, что он разрешил, чтобы о нем эти написали книгу, чтобы его повесили. Я как-то с этим связан. А он обижается на тебя, говорит, да что ты? Ты себе умер. А мы все тут расхлебывали. Он говорит, нас убили всех по очереди. А он пришел. Он говорит, он пришел и захватил власть. И показывает вот этот образ этого человека, который как такой с длинным носом, таким крючковатым. Мешок несет за спиной. Угу. Иосиф Аримафейский. Он на Илью показывает, да? Угу. А на Иосифа говорит, да. Говорит, что он все переписал. Угу. Так. Так, я передаю Иуде этому информацию из наших сеансов, опыт, что я отказался от всех этих смертей, что я отказался сотрудничать с ним, с этим Мантимиром, что он может тоже отказываться. Я вижу ту ситуацию, где ты сидишь в этом храме большом и учишь учеников, говоришь с ними. И ты вдруг вот так раз, резко посмотрел в сторону и показываешь на того человека, который идет там в проеме. Угу. И говоришь, показываешь на него. На Аримафейского? Да. Угу. Так. Что И я вдруг, говорю? и вдруг все встали. Вот они все сидят в таких одеждах, а какие-то их части как встали, как стеной один за другим, так шух, встали. Сейчас я посмотрю, что это. Угу. Как будто бы дух вышел из тел. А тела продолжают себе физические говорить между собой. Угу. Высшие сущности. Это как высшие я, как высшие сущности вышли и друг с другом совещаются. Я вижу, ты вдруг сидишь и эту книгу, эту Библию вот так перелистываешь туда-сюда и показываешь, где есть ложь, а где есть истина. И показываешь на этом Аримафейского и говоришь, он предатель. Угу. И говоришь, что он не избежит казни. Угу. Казни. И я вижу, что вот эта программа, это этот Иуда, а он не сам повесился. Я вижу, как пришли люди и повесили его. Угу. И эта программа, эта карма вернулась к нему. Угу. А у этих всех людей, учеников, которые слушали, я вижу, как черные энергии с их одежд ушли.
Потому что я слышу, что они все были запятнаны смертью и учителя Андрея, Андроника. Андроника. Мгм. И они все берут и вот эту кровь красную своих одежд выплескивают в сектор интерферентов. Хорошо. Я передаю информацию также. Этот Илья, он как бы забрал жизненную силу и энергию, и потенциал к перевоплощениям у этого Иуды. А это он как-то предал. Я думаю, что это еще будет всплывать. Да, там интересная история еще будет. Да. Мгм. Я вижу, что сейчас ты вот это снимаешь из головы, вот как у меня был такой, как будто мешок. И ты тоже Мгм. вот развязывается вот это прямо веревка на 5 чакре, и этот мешок уходит. Мгм. А Мону и его начинает кошмарить, телепать. Мгм. Там во время их сеанс запрещаем считывать. И ты так смотришь на них и выливаешь яд, я слышу. То есть всю их магию, которую Мгм. они используют, выливаешь обратно. Подключку эту снимаешь и в ухо засовываешь этому Илье и этому Аримафейскому Мгм. под его платье в нижнюю чакру. Ну, туда, короче. Мгм. Вот. И очищай. Я вижу, как пошло сияние вот здесь. Очищаю все твое физическое тело Очищаю. от Физическое. претензий антимира. Все, что ты Мгм. говорил, правильно или неправильно, это твое дело личное. Никто не имеет права Мгм. указывать, а тем более обвинять. Все обвинения к ним же возвращай. Мгм. Возвращаем их обвинения. Я отвечаю только перед собой и первоисточником жизни. Я вижу, что в том моменте ты указываешь на Илью как на врага человеческих душ Мгм. и Обличаю его. снимаешь с себя вот эту ответственность, когда закоренился, я слышу, блуд. Потому что с приходом к власти этой мафии, мафиозной секты, и началось это христианство, и вот это порабощение народов массовое. Мгм. Отдавай ответственность за происходящее на планете Земля сейчас и за миллиарды или миллионы смертей душ истинным виновникам. Мгм. Передаю эту ответственность истинным виновникам и карму пусть И забирают. я вижу, как эти люди, которые повесили Иуду, М. они его снимают, и как будто эта программа переходит на Илью. Мгм. Понятно. Очисть все твое пространство, избавляйся, приказывай, пусть они убирают их же руками все подключки, чипы, импланты, возвращай всю твою энергию. Возвращаем, очищаем. А с правой ноги упал такой, как гиря огромная, кармическая ответственность за М. гибель всех христиан. Мгм. Потому что из-за того, что род Ильи, этих ангелов, пришел к власти, то они начали, я слышу, исповедовать Христа, то есть эти насаждать программы жертвячества, Мгм. применения магии. По сути, слышу прелюбодеяние против Святого Духа, против Да. святости Духа. Мгм.
Я вижу, как ты отвязал, от себя отвязываешь, и этот камень огромный падает в портал, а ты возвращай твое высшее я и твои отпечатки энергоинформационные к себе, запрещай считывание. Я вижу, как они рассыпаются. Запрещаю считывание, выбираю, стираю всю информацию из эфирного пространства. И сейчас вижу, как у тебя вот там, где сердечные чакры, вот плечевые, да? То, что мы символизирует, носим на плечах, то, что мы достигаем, как звезды такие вот так, от правого к левому плечу. Я слышу восстановление потенциала. Хорошо. Очищаю мой потенциал, очищаю сознание на физическом уровне, восстанавливаю целостность, сосуды, все, что принадлежит моей руке, моему сознанию, очищаю, восстанавливаю. Хорошо, Виктория. Так. Посмотри сейчас, как я выгляжу. Что-то стоишь и как будто бы спички чиркаешь. Я спросила, что ты делаешь, а ты говоришь: сжигаю мосты с прошлым. Я вижу, как ты бросил спичку, и оно все, вот этот шлейф загорелся, а ты просто идешь, кого-то ведешь за руки. Кого? Такой большой, а таких людей маленьких. Они какие-то идут, спотыкаются, считываются калеки, ушедшие в прошлое. Сейчас я с ними поговорю. И почему они такие маленькие? А они говорят, что они умерщвленные заживо, и показывают, что над ними ритуал умерщвления проведен. Так и говорят, обряд умерщвления. И там появляется такой черный силуэт с такими черными глазами, как бусинки большие, черные, как у паука. И все говорят: Илья виновен в наших смертях. Вот так они говорят. Передаю всем этим коллегам информацию, опыт, что они могут отказаться принимать эти ритуалы, обряды умерщвления, давать карму. С них вот это обряд уходит. Они как знамение креста, как будто крестятся, да? Я слышу, замыкают пространство свое. Вот, я им передаю, чтобы они отказывались принимать смерть Христа, а Христос — это как Мессия, смерть Мессии, то есть или миссии. Это ж попереводили Библию, кому не лень, да? Ага. И пусть отдают карму тем, кто выдвигает постоянные претензии. Лжецам, этим насильникам. Я вижу, как они снимают из голов такие черные штуки, как тиары, но они как кастрюли и гремят, как пустые кастрюли. Ну, правильно, чтобы верить в такую ересь, то нужно себя полностью опустошить. Я передаю, чтобы они забирали свою полноценность, гармонию, а эту всю пустоту пусть отдают пустоте и тем предателям, которые их вовлекали в эти действия. И вдруг это пространство, как будто бы рот большой рыбы раскрылся. Сом. Как точно сом, да.
раскрылся вот такой широкий рот, и люди начали весело, просто подпрыгивая, выходить. Но ты большой среди них, а они маленькие. Ну, Мгм. такие вот по пояс, но взрослые. И ты Мгм. так крыльями взмахнул и полетел. Хорошо. Как в сказке, да? Из сама выходили люди проглоченные. Да, я Или не видела мультик. такую сказку. Да, что-то такое, мультик такой или сказка. Мгм. Ну, вот такое. Кто-то считывал информацию, и видишь, Написал. творческие. Да. Мгм. Хорошо, Виктория. Так, отсоединяйся от этих ситуаций. Мгм. Так, давай посмотрим ситуацию, когда я взял картину, то есть рисунок Хенкеля или не Хенкеля, «Уран и танец звезд». Что это за картина? Какое я отношение к ней имею? Я вижу в секторе магии это как будто бы кто-то, я слышу перевернутый мир, и как будто кто-то встал и смотрит, знаешь, как дети делали в детстве, играли. Встали, ноги широко, наклонились и смотрели ну, туда. Угу. Назад через этот. Да, а Ясно. мама ругалась, чтобы мы так не делали, Угу. потому что это имеет магическое, я слышу, действо. Это обозначает магию, перевернуть все вверх дном. Я Угу. слышу описание матрицы, магической матрицы. А ты мне показываешь на эти танцы и показываешь вот так левой рукой на тех людей, которые танцуючи выходят. Угу. И ты говоришь напоминание, эксклюзивное напоминание. Угу. Потом говоришь смысл жизни. Вот так руками на этих людей, которые поднялись в сектор Первотворца, то есть обрели будущее, обрели жизнь, надежду на будущее. Понятно. Напоминание. Мгм. Ну хорошо, Виктория. Да. Хорошо, Виктория. Очищаю пространство, закрываем порталы, поднимаемся вверх. Да. Угу. Хорошо. Спроси у меня, все ли мы сделали для меня на этом сеансе. Да, ты благодаришь. Угу. Спасибо. Хорошо. Отсоединяйся, Виктория, от всех и всего. Мгм. Проверяй твое пространство. Да, все Отлично. чисто. Хорошо. Наполняемся энергиями любви, жизни и гармонии. Я считаю от 1 до 3. Ты выйдешь в физическую реальность, где с тобой разговариваю, и будешь себя чувствовать великолепно. 1, 2, 3. Возвращайся.